Амазонка – это не просто река, это сердце джунглей, гигантская жила, несущая жизнь тысячам существ. По утрам над ее гладью стелется туман, словно сама природа еще не проснулась. Вода отражает лианы, деревья, небо и тени тех, кто в ней скрывается. Здесь каждый звук – часть древней симфонии, шелест листьев, всплеск, крик птиц и легкое волнение воды. Что-то движется под поверхностью. Тихо, неуловимо, мощно. Это не крокодил и не змея, и даже не угорь. Это сом, старейший житель тропических глубин, ночной охотник, хранитель тайн и древних историй. Краснохвостый сом, один из крупнейших пресноводных хищников, достигает до 1,5 метра в длину и весит более 60 килограммов. У него нет острых зубов, но мощная пасть легко захватывает добычу, от рыбы до фруктов, упавших в воду. Его усы работают как антенны, даже в мутной воде он отлично ориентируется в темноте. Сом – ночной охотник, и потому местные называют его «тихим стражем глубин». Давным-давно, когда вода Амазонки была беспокойной и шумной, духи создали существо, которое могло бы успокоить ее. И стало так. Сом пришел из глубин, чтобы собирать чужие звуки и тайны, унося их в темноту. С тех пор считается, что если ты шепнешь желание в воду, и если сом его услышит, оно исполнится, но только если сердце чисто. Но не все опасности скрываются в воде. В тени деревьев, среди капель дождя и тропических цветов, таится яркий маленький охранник джунглей. Лягушка-древолаз. Красота, за которой прячется смертельная сила. Некоторые виды древолазов настолько ядовиты, что их кожи достаточно для охоты. Индейцы Амазонии смазывали ядом наконечники стрел. Древолазы вырабатывают сильнейшие токсины через кожу, например, батрахотоксин, который блокирует нервные импульсы, вызывая паралич. Их окраска и предупреждение – не ешь меня, а их яд – один из самых сильных в природе, и все же они не агрессивны. Яд нужен им для защиты, а не нападения. Когда джунгли страдали от засухи, на самую высокую ветку забралась маленькая зеленая лягушка и запела. Ее голос разбудил дух дождя, и пошел спасительный ливень. С тех пор считается, если ночью слышен голос лягушки, скоро пойдет дождь, а лес оживет. И вот дождь утих. Солнечные лучи пробиваются сквозь листву, оживляя мир вокруг. А где-то среди деревьев появляется он, словно часть самой радуги, ожившей в клюве. Это тукан, пестрый страж джунглей и вестник удачи. Огромный клюв тукана – не оружие, а терморегулятор. Он помогает охлаждать тело в жару. Туканы селятся в верхнем ярусе леса, где находят пищу, фрукты насекомых и безопасные дупла для гнезд. Их громкие крики слышны за километр, так они общаются с сородичами. В амазонских лесах туканы делят среду обитания с ягуарами, попугаями ара, обезьянами и даже анакондами. Но благодаря ловкости и осторожности редко становятся их добычей. Это птицы-партнеры. Пара живет вместе годами, вместе спят и строят гнезда. Туканы – неотъемлемая часть амазонской экосистемы. Их яркие клювы и голоса делают джунгли еще более загадочными и живыми. Давным-давно, когда мир только начал свет, джунгли были серыми. Цветов не было, деревья были мрачны, птицы одинаковы, небо как пепель. Однажды дух радуги пролетел над землей и нанес урон волшебному перу, в котором жило 7 цветов мира, но пока никто не осмеливался коснуться его, кроме маленькой черной птицы с пультом-клювом. Она осторожно подняла перо, и вдруг оно озарилось светом. Цвета закружились в воздухе, вспыхнули на ее клюве, крыльях, в глазах. Так она стала туканом, первым существом, которое в ужасе от радости и смелости цвета стало предводителем. С тех пор тукан не просто птица. Он хранитель красок джунглей. Когда идет дождь, он зовет радугу обратно. После дождя джунгли словно просыпаются заново.
Солнечные лучи скользят по мокрым листьям, радуга еще гостит в небе, и вдруг — тресь! С дерева срывается ветка, за ней вторая. Кто-то скачет среди лиан, хихикает, сбрасывает на голову тапира. Это он, маленький озорник в короне. Быстрый, ловкий, умный. Встречайте, капуциновая обезьяна. Эти обезьяны живут веселыми семьями, по 10-30 особей. У них есть вожак, но решения они часто принимают вместе. Капуцины умные, как дети. Они умеют пользоваться палочками, раскалывать орехи и камни, намазывать себя ароматными листьями от комаров. Настоящий джунглевый спа-салон. Они любят шалить, прятаться, кидаться плодами и даже обманывать своих друзей, чтобы получить вкусняшку. Но потом всегда обнимаются. У капуцинов есть лидеры, но все заботятся друг о друге. Чистят шерсть, предлагают, защищают малышей. Их зовут капуцинами из-за окраса, похожего на монашеский капюшон. Они похожи на мудрых монахов с характером котенка. Говорят, однажды в джунглях исчезло солнце, все потемнело, птицы молчали, цветы закрылись, духи неба ждали, кто его найдет. Большие звери боялись выходить, а маленькая капуциновая обезьянка побежала на самую верхушку дерева. Она прыгала, скакала, падала и снова поднималась. И вдруг нашла свет света, застрявший в густой листве. Она раздула его, как костер, и солнце снова осветило мир. С тех пор, если вы слышите смех в листве после дождя, это значит, что капуцины снова начинают говорить. А может быть, охраняют свет, чтобы он никогда не исчез. Пока капуцины прыгают по ветвям, устраивая свои веселые шалости, где-то неподалеку, почти незаметный среди листьев, медленно-медленно двигается другой обитатель джунглей. Он как бы движется в своем ритме, не спеша, не тревожась, словно все в мире уже давно устроено. Это ленивец, спокойный, забавный и, по-своему, очень мудрый. Ленивцы перемещаются с такой неторопливостью, что их шерсть превращается в мини-экосистему для зеленых водорослей. Природный камуфляж, который не только скрывает их от острых глаз гарпий и когтей ягуаров, но и становится ключом к выживанию в опасных джунглях, где каждый миг может стоить жизни. Ленивцы, обитающие в тропических лесах Амазонии, в условиях дикой природы, спят в среднем лишь около 8-10 часов в сутки. В неволе ленивцы действительно тратят на это гораздо больше времени. Наблюдения в зоопарках показывают, что ленивцы могут проспать до 15-20 часов в сутки. Несмотря на медлительность, ленивцы отличные пловцы. Они с легкостью пересекают реки и даже ныряют. Их когти длинные и изогнутые, вроде крючков, чтобы надежно висеть на деревьях. У них настолько замедлен обмен веществ, что еду они переваривают до 2 недель. Когда-то, как говорят индейцы, ленивец был очень быстрым. Он хотел быть быстрее всех – птиц, ягуаров, даже ветра. Он мчался по деревьям, прыгал с лиан, хвастался быстро. Но однажды, во время грозы независимости, он не успел заметить раненого птенца, сидящего у дерева. Промчался мимо и не помог. С тех пор дух леса сказал: кто спешит, тот не замечает важного. Он забрал у ленивца скорость, но дал ему другое – умение наблюдать и находить счастье в каждом мгновении. С тех пор ленивец не торопится, но видит, что другие пропускают. А если ты встретишь его взгляд, ты, возможно, тоже научишься жить медленно, но с добрым сердцем. После неспешной грации ленивца кажется, что джунгли уснули. Но прислушайся, в высокой траве раздается шорох. Вдалеке медленно, неторопливо изображается необычный силуэт с пушистым хвостом и вытянутой мордой. Он не боится никого. Он не торопится. Он поступает, как если бы у него была важная миссия. Это гигантский муравьед. Слишком странный, чтобы быть грозным.
слишком добрый, чтобы пугать. Но все-таки это уважаемый странник амазонки. Язык гигантского муравьеда – это живая линейка длиной до 60 сантиметров, которая не только обгоняет размер его головы, но и работает как скоростной насос, совершая до 160 липких захватов в минуту. Он может съесть до 30 тысяч муравьев и термитов в день, не разрушая муравейник полностью, чтобы пища снова вернулась. Передние лапы муравьеда вооружены когтями до 10 сантиметров, длиннее, чем у медведя. Ими он взламывает термитники, роет норы, отбивается от ягуаров, вставая на задние лапы и размахивая мечами, словно средневековый рыцарь. У муравьеда нет зубов, зато есть желудок с ороговевшими стенками, который перетирает насекомых, как жернова мельницы. А еще их иногда называют лесными призраками. Встретить этого гиганта в дикой природе – большая удача. Индейцы Амазонии верят, что муравьед не просто зверь. Он – дух равновесия, не охотник, не жертва. Он как мост между мирами. По легенде, когда-то духи леса поспорили, кто из зверей самый мудрый. Ягуар хвастался силой, орел – злостью, змея – хитростью. Но дух великого дерева сказал: тот мудрец, кто не спорит, а наблюдает. Кто не разрушает, тот возвращает. Это муравьед. С тех пор, когда джунглям необходимо восстановить равновесие, духи шепчут свои мысли на ухо именно ему. Странному, но благородному стражу леса. После встречи с муравьедом джунгли будто замирают. Капли росы на листьях, словно хрустальные линзы. В воздухе запах влажной листвы. И вдруг на одном из листиков ты заметил крошечное существо. Оно почти невидимо. Сквозь тело его видно сердце. Это стеклянная лягушка. Настоящее волшебство, которое не кричит о себе, но оставляет след в душе каждого, кто ее увидит. Ее живот настолько прозрачен, что сквозь кожу можно видеть сердце, печень и желудок. Это не случайный дефект, а гениальная маскировка. Когда лягушка прижимается к листу, хищники видят сквозь нее отражение зелени, словно она растворяется в листве. Природа создала живой камуфляж задолго до изобретения стелс-технологий. Днем эти лягушки – невидимки, а ночью превращаются в крошечных диджеев джунглей. Самцы исполняют серенады, постукивая лапками по листьям, чтобы привлечь подруг. Их брачные трели напоминают тихий стук дождя, но для сородичей это любовные баллады, слышные за десятки метров. После романтического свидания самка откладывает икру на листья, а самец становится сторожем кладки. Он не просто сидит рядом, он отражает атаки хищников, увлажняет икру своей кожей и даже выбирает оптимальный лист. Если место слишком солнечное, папа-лягушка аккуратно переносит будущих детей в тень. Стеклянные лягушки умеют прыгать в 10 раз дальше своей длины тела. Для человека это равносильно прыжку через футбольное поле. А еще они мастерски прилипают к вертикальным поверхностям благодаря особым подушечкам на лапках. Их секрет изучают даже разработчики роботов. Говорят, когда духи-амазонки создавали животных, они решили создать одно особенное существо, такое, у которого не будет тайны. Так появилась стеклянная лягушка с телом, сквозь которое видно все – страх, радость, любовь, дыхание. Считается, что если ты увидишь ее в лесу, значит, ты готов смотреть не только на мир, но и вглубь самого себя. А если она посмотрит на тебя в ответ, твое сердце станет чуть более ясным и немного добрее. Лягушка исчезает среди роз, как будто капля дождя, растворившаяся в листе. Вокруг снова тишина, но уже другая, не волшебная, а настороженная. Ветки шевелятся без ветра, птицы замолкают. Кто-то идет. Тихо, незаметно, уверенно. И вдруг два глаза, как янтарь в тени. Мягкая поступь, мощное тело, интеллектуальный расчет — это пума.
не лев и не леопард. Она – тихий охотник, королева теней, дитя гор и джунглей. В амазонке ее зовут Тенью, у которой есть глаза. Пуму еще называют горной львицей, серым призраком или пантерой, хотя она не имеет пятен. Вопреки своей силе пумы редко вступают в конфликты. Они – мастера соблюдать тишину. Несмотря на размеры, длина до 2,4 метра, вес до 100 килограммов, пумы мурлыкают, как домашние кошки. А вот рычать, как львы, не умеют, а только шипят и кричат в брачный период. Пума может прыгнуть на 5 метров вверх и на 12 метров в длину. Это один из самых дальних прыжков среди всех млекопитающих. Она разгоняется до 80 километров в час, но быстро устает. Предпочитает засады, бесшумно подкрадывается и атакует одним прыжком. На ее огромной территории охотятся, и она может пройти за ночь до 50 километров. Несмотря на дикость, пумы редко нападают на людей, они обычно наблюдают. И если ты ее видишь, она уже давно видит тебя. Давным-давно, когда люди впервые пришли в джунгли, они были шумными, ломали ветки, разгоняли птиц, топали и кричали. Лесу это не понравилось, и тогда духи природы создали пуму. Зверя, который не рычит, не шуршит, не предупреждает. Она двигается как тень и появляется тогда, когда человек заходит в ее мир. С тех пор пуму называют хранительницей леса. Если ты идешь по джунглям с добром, она просто наблюдает. Но если в сердце у тебя злость или жадность, она может закрыть тебе путь обратно. И в племенах до сих пор говорят детям: если хочешь увидеть пуму, сначала успокой свое сердце. Только так она допустит тебя в свой мир. Мы начали с капель дождя, упавших на листья, с шороха в листве, со взглядом сквозь ветки. И шаг за шагом, дыхание за дыханием, мы превращаемся в тропическую душу амазонки. Мир создал удивительные существа, и многие проходят мимо, даже не замечая их, но именно они – настоящие герои природы. Без них джунгли не были бы живыми, а амазонка, такая, какой мы ее знаем. Мы встретили героев, которых нужно опасаться, но без них этот мир был бы совсем другим. Бразильскую выдру, быструю, смелую и игривую. Очкового каймана, стража подводных легенд, электрического угря, искру древней энергии. Арапайму, рыбу, которая помнит времена для людей. Черного каймана, чешуйчатого стража, хранящего тайны черных лагун. Ягуара, бога теней и хранителя реки. Древесную лягушку, опасную, яркую и почитаемую. Краснохвостного сома, рыбу-воина из глубины. Ленивца, мастера медленного счастья. Муравьеда, вежливого стража, спокойствия. Тукана, летающую радугу с цветной песней джунглей. Капуцина, шутника и изобретателя. Стеклянную лягушку, чудо, через которое видно сердце. И пуму, тень, у которой есть глаза. Но амазонка – это только начало, а впереди новая глава. Мы уже работаем над следующим роликом «Джунгли Африки. Мир львов, слонов и бегемотов». Если это путешествие тронуло твою душу, поставь лайк, напиши в комментариях, какой персонаж впечатлил тебя больше всего, ведь самое волшебное приключение – это когда ты открываешь сердце, и мир вдруг отвечает тебе тем же.